Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Прежде всего, мои бесчисленные дандавата пушпанджали, лотосным стопам Шрила Гурудева, Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Саташимат Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, также Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Саташимат Бхактивиданта Вамана Махараджа, Парам Гурудев Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Саташимат Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Саташимат Бхактивиданта с вами Прабхупады, все Рупануга Гуру Варги. Спасибо, что вы пришли в это утро рабочего дня. Итак, я очень рад вам представить Пуджапад Бхактивиданту Вана Махараджа, который уже известен вам по многим видеотрансляциям из России. Шрипад Ван Махарадж, ученик нашего Гурудева, Шикша ученик, Дикша ученик Шрила Бхактивиданта Ваманы Махараджа. И на протяжении вот уже 15 лет он проповедует в мире под руководством Шрилы Гурудева. Он начал сопровождать Шрилу Гурудева в 1997 году во время западных туров Шрилы Гурудева. В 2000 году Шрила Гурудев Субалсаки Брахмачари, как его тогда звали, дал саньяс. И дал ему имя Шрипад Бхактивиданта Ван Махарадж. И с тех пор он путешествует по миру самостоятельно для Гурудева, практически во всем мире. Это и Бразилия, и Южная Африка, и Южная и Северная Америка, и Австралия, и Европа, и Россия, и вот Украина. Итак, Махарадж также является инициирующим гуру. Махарадж Навадвипаваси, с самого детства он был в вайшнавской культуре и всегда испытывал очень большое влечение к Господу Гауранге. С самого детства когда он посещал Шрила Бхакти-йога Махараджа, с самого начала он обратил внимание, как Шрила Шридар Махарадж говорит: Гаур, Харибол, Гаур, Харибол. Вообще он родился в Миднапуре, в округе Миднапур. Многие вайшнавы, ученики Шрилы Вамана Махараджа, Шрилы Гурудева оттуда. Проповедь Парам Гурудева туда распространилась. Итак, Махарадж знаток татвы и также знаток раса шастр. Поэтому вам очень повезло, что проведете 4,5 дня в его обществе и потом 5 дней в Днепропетровске. По утрам разбирается татва, установленные истины, выводов сиддханты, философских истин Шри Чайтанья Махапрабху. Мы не должны лениться изучать сиддханту. Сиддханта более читена Куравалас из предписания Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами. Порой преданные повторяют Харе Кришна Махамантру много лет, но спросишь элементарные вещи, не знают. В нашей санге, к сожалению, нет того, что называется бхакта-программы и всего прочего. Поэтому мы это делаем в таком пожарно-импровизационном порядке, я бы сказал. Вот. И лучше всего это делать, конечно, когда мы слушаем более продвинутых преданных. Зачем мы сегодня, собственно, и собрались. Вот. По утрам Махарадж читает такие книги, как Бхаджана-рахасья и Мадхурья Кадамбини, книги, без которых просто немыслимо движение в сторону према бхакти. Сейчас мы находимся на уровне садана бхакти, затем бхава и према бхакти — это наша цель. Наша садана не садана, если нет цели бхава бхакти. Есть книжка на русском языке Шлокамритам Бинду, в ней собраны все основные выводы сиддханты. Пожалуйста, учите эту книжку. Если у кого-то нет, я вам дам ее бесплатно в электронном виде. Подходите с флешками. Вот. К сожалению, бумажные книжки мы привезли только у Падышамриту в этот раз переиздание. Это тоже очень важная книга. Вот она лежит, там кто не взял, 30 гривен. Вот. Но Шлокамритам Бинду — это книга, которую должен иметь каждый преданный. Но если нет бумаги, то я вам дам в PDF и подходите с флешками. Потому что еще нет на prebhakti.ru. Итак, чтобы не быть многословным, Махарадж будет говорить по Бхаджана-рахасье.
Рахасья означает секреты или таинства. Также одна из тех 3 книг, которая сейчас напечатана в Индии, которую вы в скором времени получите, «Секреты Бхаджана» называется, Шрила Гурудева. Это тоже переиздание. Это лекции Шрила Гурудева по Бхаджана-рахасье, прочитанные в 96 году на Картике. Это первая Картика, где было много западных преданных. Шрила Гурудев каждый раз читал Бхаджана-рахасью. Фактически Гурудев каждую Картику он читал Бхаджана-рахасью для нас. Как это было замечательно, исполнено блаженство слушать из уст чистого преданного Расика Вайшнава о том, что такое путь бхакти, правильно? Вот, поэтому лучше всего слушать от мастера, правильно? В данном случае у нас в гостях ученик мастера, который тоже мастер в определенной квалификации. Поэтому мы постигнем очень много, слушая из его уст. И потом будем обсуждать это. Бхаджана-рахасья разделена на 8 ям, или 8 предписанных видов садханы. Первая яма, или первый предписанный вид садханы, соответствует уровню Шрадхи и начальных уровней бхакти. Это сравнивается с восходом солнца после долгой ночи. Сегодня утром мы наблюдали, как уже очень рано, по зимнему времени, всходит солнце. Уже в 6 часов занимался рассвет, и в 7 часов показались первые лучи. Также, когда садака начинает свою жизнь в бхакти, прежде всего восходит солнце благой удачи. И затем он проходит через все остальные уровни бхакти, вплоть до асакти, экстатического влечения к Кришне, которое перерастает в бхаву, в преданное служение с осознанием своей сварупы, с осознанием своего вечного положения и сварупы Господа. И затем преданный переносится на ту планету, где в данный момент Кришна являет свои вечные игры в материальном мире. Праката лили, там он входит в лилу, и под руководством вечных спутников Господа он входит в лилу в духовном мире. Это прямо бхакти. Таким образом, все, что мы делаем, предназначено для этого и только для этого. Поэтому ради саду санги серьезный преданный готов отдать все. Просто все. Вот. Порой бывает так, что на саду сангу мы смотрим, мы это уже слушали, оскорбительно, нельзя так думать. В таких случаях я спрашиваю, ты кушаешь каждый день? Каждый. Сколько раз? 3, а то и больше. Но как насчет кормления своего духовного тела? Как кормить свое духовное тело? Только с помощью саду-санги. Потому что в саду-санге уходят анартхи и приходит бхакти. Это очень важно. Поэтому давайте воспользуемся этой редкой возможностью. Махарадж первый раз у вас. Я надеюсь, не последний. Поэтому у меня большая просьба, пожалуйста, пригласите всех преданных и друзей на лекцию Махараджа в эти дни. Всех преданных, которые, может быть, испытывают и трудности в духовной жизни, и, может быть, основная часть преданных уже забыла о них. Пожалуйста, вспомните о них. Большая просьба. Пригласите всех на лекции Махараджа. Вот. Иногда в жизни преданного часто бывают трудности. Преданные вплоть до того, что перестают повторять харинамы, гаятри, забывая о том, что питаться нужно ежедневно. Вот. Хотя бы начинать с того, что будь повторяя Хари Кришна, будь счастлив, хотя бы ради своего счастья. Что говорить о том, чтобы доставить счастье Господу, это уже следующий этап. Но сперва нужно хотя бы какой-то вкус получить предварительно, чтобы потом уже осознать, что ты должен делать счастливым Господа на самом деле. Вот, поэтому давайте не будем безучастными ко всем членам нашей санги и всем друзьям. Пожалуйста, приглашайте всех. Вот, те, кто, возможно, испытывают трудности или у них трудности с гаятри и так далее, Махарадж очень поможет. Я сам видел, как Махарадж вновь дал гаятри тем, кто не повторял какое-то время. Вот, я помню, как после фестиваля в Европе, в Италии 2009 года Шрила Гурудев дал последнее слово, напутственное слово. Он пришел утром, прямо перед окончанием фестиваля, уже преданные разъезжались, и он сказал, первое, что он сказал: я прошу вас, всех своих учеников, я прошу регулярно повторять Харинама Махамантру и Гаятри мантру. Обязательно. Это практика. Когда мы практикуем, тогда есть и вкус Харикатхи. Этот вкус приходит во время еды, как сказал Джордж Харрисон в введении в Кришна-бук.
источник вечного наслаждения. Если хочешь узнать пудинг, нужно его попробовать. Также вкус приходит во время еды. Поэтому мы все больны авидией, невежеством. Она сравнивается с желтухой в Упадешамрите. В 7 стихе вы можете прочесть. Вот. Но как избавиться от желтухи? Нужно лизать сладкие леденцы. Вот. Тогда ощущение сладкого вернется, потому что из-за желтухи сладкое кажется горьким. Вот. Поэтому из-за майи нам майя кажется сладкой, а Кришна кажется горьким и неинтересным. Хотя на самом деле все как раз таки полностью наоборот. Чтобы не быть многословным, я заканчиваю на этом. Ванча кальпатурбхашча крипасиндху Om Agyanadimirandrasya Gyananjana Salakaya Chakshulmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhika Vitadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namo Vande Guru Pada Dandang Bhakta Brinda Samanitam Sri Chaitanyam Prabhung Vande Nityananda Sahoditam Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopinam Samajuktanam Vrindavanamanoharam Tavaivasmi najivami taya bina Iti viggayo te radhe tanganayami charanantike Ha devi kaku bharagadagade addavacha Jachini patte bhuvi dandavadurghatarthi Assa prasadam amudasa janasa kritva Gandharvike nijagane gananang videhi Anga samulvi chata mandi kitendri varam Jaddam jaju gururuchishang pattambara sasriya Vrindarana nivasim hidula saddam nidamodaram Radha skanda nivesulujjalo bhujam Dhayam studamodaram Tavaivasmi Najivami taya bina Iti viggayo te radhe Tangnayami charanantike Navayache rajjam najakanaka manikam Najivam najachang rammang sakalajanakammang Barabadungme Sadakara Vatinagiti charito Jagannatha Sami Nanapatagami Bhavatu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satsisi Bhakti Vedanta Srila Maharaj, and Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satsima Bhakti Vedanta Srila Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satsima Bhakti Vedanta Srila Maharaj, Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas.
and presented all of my respectful relations. Итак, прежде всего я склоняюсь в своих смиренных, почтительных дандавата пранамах перед лотосными стопами моего Гурупада Падмы Нитилила, Правиштвам Вишнупада Стутра Саташишимат Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджа, а также Нитилила, Правиштвам Вишнупада Стутра Саташишимат Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Также я склоняюсь в таких же смиренных, почтительных дандавата пранамах перед лотосными стопами Нитилила, Правиштвам Вишнупада Стутра Саташишимат Бхакти Веданты с вами Прабхупады, Шрила Гор-Говинда Махараджа, Шрила Бхакти Ракшак-Шридхар Махараджа, Шрила Бхакти Прамод-Пури Махараджа, и также всех старших преданных и всех собравшихся почтенных гостей. So, I want to speak about Shri Bhaджана-рахасья. Я хочу говорить о Шри Бхаджана-рахасье. Srila Bhaktivedanta Thakur Шрила Бхактивиданта Такур, manifested this grantha. он явил эту книгу, How a neophyte devotee to в advance которой devotee говорится о том, как преданному неофиту продвигаться по пути преданности, develop his sadhana. как развиваться в садхане и баджане. There are two kinds of sadhaka. Существует два вида садхаков. One is called Jataruti sadhaka, Один and называется another is called Ajataruti sadhaka. Джата Рати Садака, второй называется Аджата Рати Садака. Jataruti means Roti manifested one's Джата heart. означает, что Рати или влечение к Кришне проявилось в его He сердце. is called Jataruti sadhaka. Его называют Джата Рати Садака. That means one who attained in the stage Это of указывает Roti на or того Bhava, преданного, который достиг уровня Рати или Бхава. such as Shraddha, Sadhusanga, Так, Bhajana уровни Kriya, Бхакти следующее. Anarthanivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, then Roti, Bhava. После предварительных уровней Бхакти наступает Рати или Бхава. So Roti manifested Так one's как heart. Рати приходит в сердце Also, человека, he can read this book and develop при his чтении spiritual life. Бхаджана-рахасьи он также может развиваться в духовной жизни. Roti manifested or Bhav Когда manifested Рати one's или heart. Бхава приходит в сердце, There are 3 internal symptoms and этом 9 присутствует external symptoms. 3 внутренних признаков и 9 внешних признаков. 3 internal 3 symptoms of a внутренних Bhava признаков sadhaka. Бхава Садака. That is Следующее. that is called Bhagavad Prapti Lalsa. Бхагават Прапти Лаласа. He is always hankering То how есть to он attain всегда to Lord. стремится достичь Господа, общения с Господом. Krishna Anukulamai Chesta, all his endeavors Второе. which is favorable for Krishna Анукулам Bhakti. Майя Чешта. То есть он совершает все благоприятные усилия, которые благоприятны для Бхакти. Or Sohrit the Bhav, and he И makes третье. the friendship with the Сухрит devotee Бхава. of Lord. Саухрит Бхава. То есть он в дружеских взаимоотношениях с преданными So Господом. these are the 3 internal Итак, symptoms это of три внутренние признака Bhavarati Sadhaka. Бхава Рати Садака. Or there are Также существует 9 external symptoms 9 of внешних признаков Bhav Sadhaka. Бхава Садака. That is called Chantra Bharta Kalattam Virakti В Manasannata этом стихе. Asavando Samutkanta Namagane Sadaruche Asaktitar Gunanukhane Priditad Vasate Stale Ittardu Surada Bhavankuri. In Bhakti Rasamrita Srimad Бхакти Sindhu, Расамрита Синду Srila Prabhu Goswami Рупа Pad Госвами Пад. has composed this Он verse. перечислил эти 9 признаков в этом стихе. First, that is called Chanti. Первый из них называется His mind Кшантир. is always calm and quiet То and есть он peaceful. всегда свободен от беспокойств, очень умиротворен. Even any reason will come, Даже если to приходит disturb. какой-то повод для беспокойства, his mind все never равно disturbs. садака никогда не отвлекается ни на That's что Kshantир. и не волнуется. Это называется кшантир. Abharta Kalakta means he does not waste one moment. Абьяртха калатвам указывает на то, что он не теряет ни одного And мгновения he даром. absorbed Он with всегда Krishna Nam, погружен Krishna Katha, в воспевание Кришна-намы, слушание Кришна-катхи и всего связанного с Кришной. Bhakti he completely Дальше, detached from the Бхакти, material он senses. всегда отречен от материального чувственного наслаждения. Kandrapata Bhakti Mano Sunnata, Мана шуньята he does not означает, want any что name, он fame and не желает reputation. никаких славы, почести и репутации для себя. Yeah. Asa Bandhu,
he is always Аша hope Банда how to attain to Lord. всегда исполнен надежды достичь Господа. Samudkanta Самудканта is eager, означает стремление. eagerness coming. Стремление How to attain to Lord. достичь Господа, который живет в его сердце. As like baby bird, Как, например, маленькая птичка, and always encouraging eagerness how to Птенец. meet with his mother. раскрыв клюв, только и хочет, чтобы мама бросила туда червячка. Ajātu pakṣiva matram khaga stannam yatha vatsrata khudarta priyam privo vishitam visanna mano arvindakcha dridikchate tvam. В этом стихе говорится, Then this is the prayer of Vitrasur. это молитва Вритрасура. In Srimad Bhagavatam, Srimad-Bhagavatam. Vitrasur, Вритрасура he prayed to Lord. произнес эту молитву Господу, Ajātu pakṣiva matram khaga. который говорится в этих As стихах, в like этих словах. small baby bird, Подобно he can't to маленькому fly, птенцу, который не умеет and летать, his mother has gone away somewhere to collect the food, и который ждет маму, которая полетела куда-то за and the пищей. baby bird is alone in the Он nest. сидит один в гнезде, And that time he is always eagerness when my mother will come с back, нетерпением ждет маму, когда же она вернется, and also feed me и the food. даст мне червячка. Another Adayadu Bhaktiva Matanu Второй Khaga пример, Stannam который Katha дает Vasanata. As like Вритрасура. baby bird, a baby calf, Это пример с теленком, always hankering how to Который- drink the milk of his mother. постоянно стремится сосать молоко из вымени матери. Especially in коровы. India, В Индии, например, they also separate the baby calf from the cows. телят всегда держат отдельно от матерей. When only they also lose the rope from the baby calf when they're milking the cows. И отпускают телят с привязи только когда они приходят для того, чтобы пососать вымя. So that means that the baby calf tied with the Поэтому rope whole теленок day. весь день он стоит и постоянно привязан к колышку. So baby calf always Yeah. remembering his Все mother. время памятует о матери. And oh, when I will meet Когда with my же, mother когда and же drink. я встречусь с мамой milk. коровы и смогу Yeah. пососать молока из ее вымени. Third example, Третий Priyam Pribo Bhusitam Visanna, as well lover and beloved, always they который are дает Вритрасура, hankering how to meet подобно to each other. юным возлюбленным, которые только и думают, как встретиться друг с другом. So saying Priyam Pribo Bhusitam Visanna, Mano Arvindaksha Dikshvitam. Here Aravindaksha means one's lotus eyes. Означает лотосные глаза. I Krishna, when I will meet with О, you, as Кришна, like когда же я встречусь с тобой и увижу твои лотосные глаза? so that is called the Samutkantha, Это называется always eagerness how to meet with постоянное Krishna. страстное стремление встречи с Кришной. Nama Gane Sadarja, so much test. Следующий признак бхава To нама glorify гане сада pastimes of чихи. Krishna. Всегда испытывать стремление к слушанию игр Кришны. Nama Gane Sadarja, Asakti Tad Gunanukhana. А, As too much Нама гане, святое имя Кришны, воспевать святое имя Кришны. Asakti Tad Gunanukhana, so much attachment glorified about Krishna Katha. Испытывать огромное влечение к прославлению Кришны, Кришна Катхи. Asakti Gunanukhana, Pratitas Vasasti Stali, so much love and affection, the И pastimes третье, places of Krishna. Красотистале, испытывать огромное влечение к местам игр Кришны. As like Radha-kunda, Такие Sam-kunda, как Рада-кунда, Javot, Шьяма-кунда, Kokilavan, Яват, Viraj, Кокилаван, Govardhan, Гирирадж Говардан, where Krishna где performs sweet, Кришна amorous pastimes являл свои with the сладостные Gopis. любовные развлечения с Гопи. So these are the 9 external symptoms of 9 Bhava sadhana. внешних признаков бхава, садака, So in this way, этого, который достиг бхавы. Таким Bhava образом, sadhaks also can read this book and develop his садака, sadhana который достиг more. бхавы, он тоже может читать Бхаджана-рахасью и продвигаться и углублять свои чувства. That is called Jaturti sadhana. This is called Jaturati sadhana. Такой садака называется джата-рати садака. Then Ajaturati sadhak means roti yet not Джата-рати manifested садака one's указывает heart. на преданного, в сердце которого еще не проявилась рати. He is called Ajaturati sadhak. Он называется аджата-рати садаком. That is called sadhak unified devotee То есть это преданный to неофит, asakti. который стремится достичь That асакти called also и Ajaturati sadhak. уровни самых начальных периодов до асакти
указывает на аджата-рати садака. Ajatarati sadhak start from even the neophyte devotee, even he has no shraddha, just maybe неофит, semblance of shraddha, у которого даже нет подлинной шрадхи, у него есть подобие шрадхи. Это, то есть с этого уровня начинается все. Also that sadhak can read this book and develop. Даже такой садхака может читать эту книгу и развиваться в садхане баджане. This is a very important book in our spiritual life. В нашей духовной жизни, Бхаджана-рахасья. Actual Bhaktivedanta Thakur, he collected all these things from our previous acharyas. Все эти стихи из произведений наших предыдущих ачарьев. And if you read the book, the essence of book first is coming Vishwanath Chakravarti Pad Grantha Madhurya Kadambini. Вы также должны будете читать и Мадхурья Кадамбини Шрила Вишванатха Чакраварти Thakura, где собрана суть. If you read this book, that means you completely heard. Read the book of Madhurya Kadambini. Поэтому если мы будем читать Бхаджана-рахасью, то тем самым образом мы будем читать и Мадхурья Кадамбини, потому что Мадхурья Кадамбини входит в Бхаджана-рахасью. If you read this book, you completely read the book of Bhakti-rasamrita Sindhu. Если вы прочтете Бхаджана-рахасью, тем самым вы прочтете и Бхакти-расамрита Синдhu. And if you read this book, also Ujjwal Nilmani, also in this book. Вы прочтете также и Уджвала Ниламани, которая входит. Highest book, это everything is in this. Высшая книга, все эти высшие книги входят в Бхаджана-рахасью. Even Raghunath Rupa Goswami, Jiva Goswami, all Tattva Siddhanta in this book. Tattva Siddhanta, который описывает в произведениях Шрилы Рупа Госвами, Рагунат Дас Госвами, Джива Госвами, тоже входит в Бхаджана-рахасью. That means low level to high level, everything in this book. Находятся все положения Сиддханты с элементарного уровня до самого возвышенного. That means all the water of the ocean, just he puts in one small jar. Шрила Бхактивинода вместил в маленький кувшин. So this book is very important. Эта книга очень важна для нас. Gurudev, I think 7 or 8 times he gave this class in Mathura in front of us. 7 или 8 раз всю Бхаджана-рахасью перечитал для нас в Мадхуре. Because this is very important. How a sadhak slowly develop his bhajana and sadhana. Постепенно, планомерно развиваться в баджане и садхане. So now coming in this, that's called first jam sadhana. That is called Nishanta-lila bhajan Shradha. Первая яма садхана, которая соответствует Нишанта-лиле и соответствует Шрадхи. So try to understand. Nishanta means the end of night. Что такое Нишанта? Нишанта означает Ниша-анта, значит конец ночи. Neophyte devotee can understand what is the meaning of end of night. Таким образом сможет понять, что такое окончание ночи. So first I explain this. What it means? Nisha means night. Ниша означает ночь. That is called midnight. То есть полночь. Anta means the end. That is the end of midnight. То есть это конец ночи. And the end of midnight, that is called Nishanta. Переходит за полночь, уже наступает Нишанта, то есть конец ночи. Conditional souls, their whole life, that is called midnight. Всю жизнь обусловленные души проводят в глубокой ночи. What is that? Because they have no idea Почему так who происходит? is God, Потому что у них нет представления о том, кто такой Бог, what is the soul, что такое душа, why he has come in this почему material душа world, пришла в этот материальный мир, what is the spiritual life. что такое духовная жизнь. They never think anything. Души этого мира не имеют понятия об этих вещах. Just they have spent their life as like an animal. Живут жизнь, схожую с жизнью животных. Eating, sleeping, defending, and says life Едят, looking. спят, совокупляются, обороняются, вот и все. Ahara nidra vaimithunancha samanna etat pasubhi naranam dharmahi tesang adhika visesa dharme nahina pasubhi samana. Because there are no difference between Не существует human being разницы and между animals. человеком и животным в этом отношении. Those who are not performing bhajan and Те, sadhana, кто не совершает баджан и садану, they are not less than они никто не как animals beings. животные. This is the thing. Вот и все. Because the animals, they are eating, Потому что sleeping, defending and животные meeting. едят, спят, совокупляются, Are those who are not doing обороняются. bhajan and И sadhana, люди, которые не совершают not садану, inquiring about spiritual life, которые не задают вопросов о духовной жизни, they are not more than
animals. Никто иной, как просто животное. Eh? So Bhaktivinoda Thakur Так explained Шри in this way. Бхактивинода Такур объяснял следующим образом. So that means their life is completely full of Он doubt. объяснил таким образом. Он сказал, что жизнь таких животных, жизнь таких людей проходит в тьме. In the midnight, many kinds of В ferocious тьме. animals they come out from the cave. А в темноте ночи Or the огромное jungles. количество диких животных And they выходят making из sound. джунглей и начинают рычать и And they disturbance to the other souls. трубить и нарушать покой всех других мирных жителей. So in the same way, conditional heart Таким же full of dark. образом сердце обусловленной души полно тьмы. In his full of dark, and many animals they are dancing. И в глубине этой ночи танцуют многие дикие животные. Who are that animals? They are Кто dancing. они, эти дикие животные? That is called lust, anger, Вожделение, гнев, and enviousness, зависть. and these types. Все эти вот виды животных. And midnight, the ferocious animals such as lion, tiger, Дикие elephants, животные, такие как тигры, Snake. львы, all they come out слоны, and making dance. змеи, все они выходят, выползают из своих нор и нарушают покой. In the same way, in the heart of Таким the же conditional образом, soul, в сердце обусловленной lust, души anger, живет they are as like ferocious animals. They are вожделение, dancing. гнев и все другие нежелательные качества, они все And начинают they танцевать. making disturbance to other souls. Дикие животные начинают тревожить всех остальных. Give an example. Lust is as Как, like например, вожделение fire. сравнивается с огнем. Fire also burn Огонь to everyone and also жжет himself. все и вся, и даже самого себя может поглотить. Anger also И гнев тоже. fire to others, burn to others. Распространяется как огонь и жжет окружающих. This. So in the heart of the conditional soul, Сердце there are обусловленной different души kinds of ferocious animals that will lust, живут anger, самые they are разные виды dancing, диких disturbance to животных, others гнев, and вожделение и так disturbance далее, himself. которые нарушают покой всех остальных и самого себя же. But after midnight, Но when после полуночи, about to dawn, когда уже занимается that рассвет, means that is called end of midnight, then all the ferocious animals again return back видим, in the cave and taking как, rest. испугавшись восходящего солнца, все дикие животные возвращаются в свои джунгли и засыпают. You know this thing. Ferocious animals, daytime they take rest, and night time they wake up and make Днем disturbance. спят, а ночью просыпаются и нарушают покой всех остальных. So in the same way, lust and anger, they disturbance in our heart in night time. Вожделение и гнев беспокоят нас ночью. By the end of night, Но когда ночь приходит к then they will концу, become calm and quiet. они умиротворяются. So what is the end of light, end of night of the devotee? Итак, что для преданного знаменует конец этой ночи? When we'll get the association of sadhu, sadhu, sadhu. Общение с саду, общение со святой личностью, саду-саду. Because with the association of Потому sadhu, что в общении с саду then we can inquire мы можем about our spiritual life. вопрошать о духовной жизни. Who am I? Кто я такой? Why have I come in this material Почему я world? пришел в этот материальный мир? What is the meaning of sinful activities? Что такое What is the meaning духовная of pious деятельность? И что activities? такое благочестивая деятельность? Animals, they never inquire about pious Животные activities. никогда не спрашивают or о том, sinful что такое благочестивая деятельность, что такое греховная. In the same way, conditional soul, they never inquire pious activities. Души and никогда не спрашивают о том, sinful что такое activities. благочестивая деятельность и что такое But with the неблагочестивая. association of Но sadhu, общение с саду and that time you will be inquire сразу же about pious начинает activities and возникать вопросы. А что sinful такое activities. благочестивая деятельность и что And- такое греховная? And then he will И be also тогда человек repented of начинает his past сокрушаться sinful о прошлых прегрешениях, прошлой греховной деятельности. So with the when we will get the association of sadhu, Когда мы then our обретем end of общение light, с the саду, end of night will come. это будет для нас знаменовать конец ночи. And that time we'll go how we'll control Тогда all the мы ferocious animals which are in my cave of heart. сможем совладать с этими дикими животными, которые бушуют в сердце.
That is what? How to control mind? The urges of the senses. Что это означает? Это означает, как совладать с побуждениями чувств. That is called the vegas. Vacho vegam manusa krodha vegam jiha vegam drapastha vegam etan vegam juvishate dhira sarvam pimam prithivim sasissat. The nectar of instruction, that is Guru Goswami. Without the association of sadhu sangha, we never first enter in the spiritual life. If we enter the spiritual life, first we give the emphasis to read the nectar of instruction of Прежде всего, нужно подчеркнуть важность чтения нектара наставлений или Упадешамрита Шрила Рупа Госвами. How many devotees know the first sloka of nectar instruction? Сколько преданных знают? Кто из вас знает первую шлоку, первый стих Упадешамриты? Вачу Вегам. You read. First read. Нужно читать, изучайте этот стих. Understand? If you not read, first read. Выучите. I request you. Okay? То есть я прошу вас, пожалуйста, читайте. Бачо вегам маносо кrodha vegam jiha vegam udro upastha vegam etan vegam yu vishoti dhira sarvam pimam prithivim sasissat. What is the meaning? Что означает этот стих? Уттама Прабху. Мудрый человек, победившись побуждение ума, побуждение гнева, побуждение языка, желудка и гениталий и речи, может давать наставления всему миру и быть духовным учителем для всего мира. Тик Бог. Then attahara prayasascha prajalpa niyamagraha janasangascha lulancha sarabhi bhakti vinasati. Do you know this sloka? You? А этот стих знаешь? If you don't know, I've read. Я читал. What is the meaning? Just simple meaning. Что означает этот стих? Атихара праяса, что это означает? Attahara means overeating or over-collecting. Атихара означает переедание или чрезмерное накопление. Attahara, prayasa too much endeavors. Праяса означает совершать слишком material things. Усердные усилия ради материальных целей. Prajalpa, that is called gossiping. Праджалпа означает мирское сплетни. Niyamagra, too much intense of the rules and regulations, or not following any rules and regulations. Рьяно следовать правилам, предписаниям или не следовать им вообще. Attahara, prayasa, prajalpa, niyamagra. Janasangascha. Джана-санга означает associate with общение с Kurmi, Gyani, Yogis and also карми, гьяни, mundane people. йогами и мирскими людьми. Prayasa, prajalpa, niyamagraha. Дальше Ниямаграха. Attahara, prayasa, prajalpa, niyamagraha. Janasangascha. Lulancha means too much greed. Лаули означает чрезмерная For жадность. collect the material things. Накопительство, накопление материальных вещей. Attahara, prayasa, prajalpa, niyamagraha, janasangascha, lulancha, sarabhi. Then you lose everything. So you should control. Если не соблюдать этих 6 вещей, то есть если упираться к 6 вещам, то нужно все утерять, поэтому нужно тщательно избегать этого. В 3 стихе Упадешамриты говорится: Сахаданишча дхарджат тат карма правартана сангаtyага сато вритти сарабhi bhakti prasiddhati. There are 6 things are very important in our spiritual life. 6 качеств очень важны в нашей духовной жизни. Utsah, always work enthusiastic to Это perform энтузиазм, sadhana. постоянно воодушевление, Associate with sadhu. совершение саду-санги, постоянное общение с саду, желание саду-санги. Nishchat means означает always conform yourself. твердая вера. My Gurudev is perfect, То, что mantra is мой perfect, Гурудев совершенен. and I Его must мантра one day совершенна. attain my Однажды perfection. я должен совершить, That is called nishchat. то есть достичь совершенства жизни. Это называется нишчаят. If you not quickly attain your perfection, but always enthusiastic. Может быть, вы не сразу достигаете совершенства, но все равно вы сохраняете энтузиазм. Dharjat means you keep Гарьят patience. означает сохранение, терпеливое следование процессу. Tattat karma pravartanat.
You have to follow означает, which are favorable of your bhajana нужно sadhana. совершать виды деятельности, благоприятные для баджана и садхана. Tat-tat-prana pravartana. Sangat tyagat, you have to give the bad Нужно association. оставить дурное общение. Tat-tat-prana sangatana. Sato vritti. You have to follow Сатовриття означает, нужно the sadhu следовать по vritti. How стопам our previous acharya, предыдущих they ачарьев. perform their bhajana and sadhana. Нужно смотреть, как они совершали баджана и садхана, как они жили, и брать с них пример. Воспевайте Шри Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Because this is when we get the association of sadhu, потому что когда мы then our обретаем end общение of с саду, darkness will come. это знаменует для нас окончание тьмы и начало дня. So, and then you also enter in your spiritual life. Так вы начинаете подлинную духовную жизнь. So that is called the Nishanta-bhajan. Называется Нишанта-бхаджан. And with the association sadhu sangha, then В first общении с саду, your саду-сангha, Shraddha will come. прежде всего вырастет Шрадха или вера. Shraddha. First sadhu sangha, then Shraddha. Сперва идет саду-санга, затем Шрадха. Because Потому with the что, listen of Harikatha, когда from the вы lotus слушаете lips of sadhu, Харикатху из лотосных уст then саду, your Shraddha will come. тогда Шрадха вырастет в сердце. But what is the Shraddha? Но что такое Шрадха? Shraddha means firm faith. Шрадха означает твердая вера. श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है. В этом стихе говорится, श्रद्धा शब्द विश्वास. श्रद्धा means firm faith. Шрадха означает вера. If I perform bhajan and sadhana to Вера в Krishna, то, что если я только буду совершать садану и баджану, поклоняться Кришне, then my life will be тогда моя successful. жизнь будет успешной. But this shraddha faith with Guru and вера, Krishna, прежде всего направлена на Гуру и Кришну. that is called Guru Mukha Padavakka Chittite Koriyakka Arna Koriho Munyasa. Как Narottam Das говорится Thakur Sangisa. в песне Гуру Чарана Падмашила Наротам Дас Такура, Every day you have to каждый день следует sing this song Narottam Das Thakur. петь эту песню Шила Наротама Дас Такура. Heard that? Shri Guru Charana Padma Keva Kari Sadma Bandhamohi Savadhana Jahara Prasade Bhai Eva Vatoriya Jai Krishna Prapti Hoy Nayase. Guru Mukha Padma Vakka Chitte De Koriya Arna Koriya Mane Asa. Shri Guru Charane Rati Se Uttama Gati Jepa Pasade Pan Asa. Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Guru Mukha Padma Vakka Chittite Koriyavikka Arna Koriyam. What is firm faith? Instruction. Всегда следует иметь твердую веру в наставление Шри Гуру. Now, in our two types of life, one is spiritual life, У нас есть another два is material life. вида жизни, духовная и материальная. That Sanskrit or the Vyavaharik Jivan. На санскрите называется Vyavaharik Jivan. Vyavahārika Jivana. That means in your material life, anyhow you can maintain with your business, Мы можем как-то себя поддерживать, имея какой-то бизнес или какой-то работу. teachership, anyhow you have to collect money Мы and можем maintain там your. учить чему-то или так или иначе мы можем заработать. This is need. Without money you Это cannot необходимо, потому to что maintain без your денег material life. невозможно поддерживать себя. And another spiritual life. Другой вид жизни – это духовная жизнь. Spiritual life you have to maintain with the sadhu, listen to Духовную Harikatha. жизнь следует поддерживать, общаясь с саду и слушая Харикатху. If you are grihastha Если вы грихастхи, or женатый brahmachari, или banprasti, sannyasi, anyhow. ванапрастхи, саньяси, на каком бы уровне социальной жизни ни находились, but так или иначе, every day you have to следует ежедневно chant holy names, воспевать святые имена,
follow the four следовать четырем principles, принципам, read books, читать книги. spiritual life. Это называется духовная жизнь. Okay. So now with the sadhu sangha, Итак, then your faith will come. в саду-санге приходит вера. So if I perform bhajan and sadhana to Krishna, Твердая вера в то, что если я буду then my совершать life will баджан be successful. Кришне, то моя жизнь будет успешной. And that and so much repentation will come in your heart. Когда человек начинает эту практику, столько сокрушения приходит. Он Oh, начинает каяться. many years, О, many многие lives. годы, многие жизни I did not perform bhajan and я не sadhana to совершал Krishna. баджана садану. Не For this поклонялся regard I am Кришне. suffering many kinds Поэтому of я сейчас страдаю distress or the three folds of mind. от многих видов страданий, тройственных страданий. That is called Adhantik, Adidayvik and Adibhautik. Адьятмика, адидайвика, адибаутика. So this life Итак, в этой I жизни will perform bhajan and я sadhana. буду совершать баджан, совершать Because all the садану, потому scriptures что explain, все писания even говорят, the semblance of holy names, Namabhas will come. тень святого имени Намабаса And all my sinful activities and everything приводит к will тому, destroy. что все последствия греховных поступков исчезают. Just you chant one holy name of Namabhas. Только лишь одно святое имя, которое повторено как тень, Then thousand, millions lives. приводит к тому, что греховная реакция, Sinful накопившаяся activities. за тысячи, миллионы жизней, исчезают. Understand? Just you put the spark of the fire in the heap of the Например, cotton. если искра попадет на кучу ваты, огромную кучу ваты, Very quickly that the Тут spark же of the fire is вся эта burned, груда the heap of ваты the cotton. воспламенится от одной искры. And in the same way, Таким one образом, semblance of holy names, Namabhas will come. А святое имя, то есть одна тень святого имени, Then то есть all your Намабас, sinful activities приведет and к тому, everything что will destroy. огромное количество греховной деятельности, греховных How последствий is the греховных powerful? поступков исчезнет. Вот насколько The semblance of holy name, Namabhas. могущественна тень святого имени или Намабас. And Ajamil just he chanted his son's name Narayan. Аджамила звал своего сына Нараяна, произнес его имя один раз. That Namabhas came, and with his В Namabhas результате he attained Намабаса to Vaikuntha. Аджамила достиг планет Вайкунтхи. How is powerful this Вот semblance of насколько holy Namabhas. могущественна тень святого имени. Or if you chant the pure holy names, Что вы говорите о чистом святом what имени? kinds of fruit we will get? Какой результат будет? You cannot imagine yourself. Невозможно даже себе представить. That is called the Krishna prema. Это называется Кришна према, чистая любовь к Кришне. Understand this. So, evam brata sapranama kritva jata nurago dutituduchai hasati atho rodoti roti gayanama unmadava nityati lokavajja. В этом стихе говорится, If one Suddhanam, pure holy names, manifest что in your tongue, если на языке проявится хотя бы then you одно start to dance. святое имя, тут же такое преданное then you will rolling on the пустится в ground. пляс, будет кататься по земле You cannot control и of your tears. не сможет удержать слез, которые польются Also ручьями in из cascade, глаз. in cascade way coming out. From Потоком они будут литься из глаз. Sometimes you laugh, sometimes Иногда you такой cry. преданный будет смеяться, иногда плакать. So Srimad Bhagavatam gives Шримад evidence. Бхагаватам дается One pure доказательство. holy names will Одно come. чистое святое имя That is called the приведет prema will be. к тому, что према тут же проснется в сердце. So just I also discuss these Итак, things. я говорил This Shraddha faith, о Шрадхи, one semblance of holy name Namabhas когда will destroy all my sinful activities. у преданного есть Шрада, он думает, что одно чистое святое, то есть святое имя, которое произнесено как тень, то есть Намабас, положит конец всем последствиям. So first you try to how to Итак, one semblance of holy name прежде will всего manifest in пытайтесь your достичь Намабаса, чтобы хотя бы тень святого имени слетела с языка. хотя Then бы all однажды. is included destroyed. Тогда все последствия греховных Then поступков again and again исчезнут. Namabhas creates При the Sukriti. постоянном повторении Намабаса растут сукрити. Ajamil, first he gave his son's name Сперва Narayan. назвал своего сына Нараяной. And he chanted his son's name И Narayan. постоянно звал своего сына Нараяна. So first chanted the son's name Narayan, then all his sinful activities Когда он destroyed. первый раз произнес имя своего сына Нараяна, когда он назвал его, тут же все последствия греховных And again he chanted his son's name Narayan,
когда он вновь и вновь воспевал, то есть повторял имя своего that сына, Namavas also creates the Sukriti. этот Намабас, тень святого имени, привело к возникновению Сукрити, то есть благочестивых заслуг, понимаете? With that Sukriti, При he помощи got the Сукрити, association of sadhu. то есть Сукрити привело его к общению с саду. Which sadhu? Какого саду? Where is that sadhu? He got the association of sadhu? You know? К какому саду пришел Джамила? The what is it called? Спутники. The association of sadhu, that is called Narayan. Вишнудут. Вишнудуты, то есть спутники Господа Нараяна пришли за Джамилой. With the eternal association of Lord Вечные Vishnu. спутники Господа Вишну пришли. And they also came and protected him. Они пришли к нему и защитили его от ямадутов. Try to understand how is powerful Попытайтесь the понять, Sukriti. насколько могущественны эти сукрити. And that the association of Vishnudut, Затем в общении с вишнудутами they also advise. Аджамила получил наставление. Because they discussed with Jamdut, Вишнудуты и ямадуты обсуждали he can't to go Jamaloka. положение ямадутов, положение Аджамилы. То есть они доказали ямадутам, что ему не следует идти на Ямалоку. Because he chanted Потому что holy names. он повторял святые имена. So just I also discussed the sadhu sangha in this. Я только что говорил о том, что саду санга означает вот это. And another, И how to destroy all our sinful activities. другое, во Just что верит chanting преданный, one он уверен в том, что, произнеся лишь тень святого имени однажды, огромное количество греховных поступков, их последствия исчезнут. So after sadhu sangha, then again После саду санги Shraddha will be вновь Paramarthiki Shraddha. растет шрадда человека, то есть вера, она уже становится парамартхика шрадда, то есть трансцендентной So верой. that means there are two kinds of Так есть Shraddha. два вида шрадхи. One is called Lokiki Один называется Shraddha, локика шрадда, то есть and мирская another is вера, called другой Paramarthiki называется Shraddha. парамартхика шрадда, то есть трансцендентная вера. Lokiki, that is called Lokika worldly faith. Означает мирская вера. That is called Lokiki Shraddha. Это логика шрадда. Or Paramarthiki Shraddha, Paramarthika with the Shraddha. association of sadhu, В общении с саду and one who thinks, if I perform bhajan and sadhana to Krishna, возникает. И при этом then my преданный life will думает, be если я буду successful. совершать садхана, Paramarthika баджан, поклоняться Кришне, то моя жизнь будет успешной. Это называется парамартхика шрадда. then again sadhu sangha, then Затем bhajana kriya, саду санга, anarthati, nishta, баджана ruchi, крия, asakti, bhava and prema, gradually. ништа, ручи, асакти, бхава и према. Это постепенная последовательность. So just I tell to you Итак, я хочу вам сказать, is Shraddha, что шрадха, this is as like smoke. похожа на дым. Then, even in the heart of conditional soul, Даже this Shraddha когда в remains сердце as обусловленной like smoke. души приходит шрадха, это похоже на дым, который появляется. Then, but in Да, вышедший ученик, дикший ученик Шрила Бхактивиданта Ваманы Махараджа. И на протяжении вот уже 15 лет он проповедует в мире под руководством Шрилы Гурудева. Он начал сопровождать Шрилу Гурудева в 1997 году во время западных туров Шрилы Гурудева. В 2000 году Шрила Гурудев Субалсаки Брахмачари, как его тогда звали, дал саньяс. И дал ему имя Шрипад Бхактивиданта Бон-Марадж. И с тех пор он путешествует по миру самостоятельно для Гурудева, практически во всем мире. Это и Бразилия, и Южная Африка, и Южная и Северная Америка, и Австралия, и Европа, и Россия, и вот Украина. Итак, Махарадж также является инициатором сиддханты философских истин Шри Чайтанья Махапрабху. Мы не должны лениться изучать сиддханту. Сиддханта более читана каруалас из предписания Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами. Порой преданные повторяют Харе Кришна Махамантру много лет, но спросишь элементарные вещи, не знают. В нашей санге, к сожалению, нет того, что называется бхакта-программы и всего прочего.
Поэтому мы это делаем в таком пожарно-импровизационном порядке, я бы сказал. Вот. И лучше всего это делать, конечно, когда мы слушаем более продвинутых преданных. Зачем мы сегодня, собственно, и собрались. Вот. По утрам Махарадж читает такие книги, как Бхаджана-рахасья и Мадхурья Кадамбини, книги, без которых просто немыслимо движение в сторону према бхакти. Сейчас мы находимся на уровне садхана бхакти, зачем гуру. Махарадж Навадвипаваси, с самого детства он был в вайшнавской культуре и всегда испытывал очень большое влечение к Господу Гауранге. С самого детства когда он посещал Шрила Бхакти-йога Махараджа, с самого начала он обратил внимание, как Шрила Шридар Махарадж говорит: Гаур, Харибол, Гаур, Харибол. Вот. Вообще он родился в Миднапуре, в округе Миднапур. Многие вайшнавы, ученики Шрилы Вамана Махараджа, Шрилы Гурудева оттуда. Проповедь Парам Гурудева туда распространилась. Итак, Махарадж знаток татвы и также знаток раса шастры. Поэтому вам очень повезло, что проведете 4,5 дня в его обществе и потом 5 дней в Днепропетровске. По утрам разбирается татва, установленные истины выводов тем бхава и према бхакти. Это наша цель. Наша садхана не садхана, если нет цели бхава бхакти. Есть книжка на русском языке Шлокамритам Бинду. В ней собраны все основные выводы сиддханты. Пожалуйста, учите эту книжку. Если у кого-то нет, я вам дам ее бесплатно в электронном виде. Подходите с флешками. Вот, к сожалению, бумажные книжки мы привезли только у Падашамриту в этот раз переиздание. Это тоже очень важная книга. Вот она лежит. Там, кто не взял, 30 гривен. Вот, но Шлокамритам Бинду — это книга, которую должен иметь каждый преданный. Но если нет бумаги, то я вам дам в PDF и подходите с флешками. Потому что еще нет на prebhakti.ru. Итак, чтобы не быть многословным, Махарадж будет говорить по Бхаджана-рахасья. Рахасья означает секреты или таинство. Также одна из тех 3 книг, которые сейчас напечатаны в Индии, которые вы в скором времени получите, «Секреты Баджана» называется, Шрила Гурудева. Это тоже переиздание. Это лекции Шрила Гурудева по Бхаджана-рахасье, прочитанные в 90-х. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Прежде всего, мои бесчисленные дандавата пушпанджали, лотосным стопам Шрила Гурудева, Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Саташимат Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа, также Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Саташимат Бхактивиданта Вамана Махараджа, Парам Гурудев Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Саташимат Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, Нитилила Правиштам Вишнупада Стотра Саташимат Бхактивиданта Свами Прабхупады, все Рупануга Гуру Варги. Спасибо, что вы пришли в это утро рабочего дня. Итак, я очень рад вам представить Пуджапад Бхактивиданту Вана Махараджа, который уже известен вам по многим видеотрансляциям из России. Шрипад Ван Махарадж, ученик нашего